Оаху прекрасен не только множеством пляжей, но и невероятными склонами бывших вулканов. То, что кажется горным хребтом, на самом деле половина края древней кальдеры. В дальней части острова намного меньше цивилизаций, но больше уединенности. Здесь можно найти множество мест, где снимали сериал «Остаться в живых» Lost. Это и буддийский храм, и ранчо. Кроме того, можно найти тот самый пляж из первых серий. Там сильные волны, поэтому не покупаться, но на закате там можно душевно посидеть и посмотреть на волны. Приехали в Хоомалухия ботанический сад. Сейчас мы идем по тропинке к озеру. Вообще здесь так тихо, уютно. А с другой стороны сзади нас вот такие офигенные горы. Это визитная карточка Гавайев, что здесь скалы такие вертикальные, просто вниз, и такие складки. Тут деревья высадили из разных мест. Основные здесь места — это Индия, Шри-Ланка, Гавайи и еще что-то я видела. Дошли до пруда, а оно как будто, по крайней мере, с этого берега ощущение, что оно полностью заполнено рыбой. Ведь карп кой. Дошли до озера. Вот такие складчатые горы. На них сложно перестать смотреть, что пытаешься понять, как они так сложились и откуда столько в озере рыбы. И здесь, кстати, чуть поменьше. На том берегу растет банановая пальма. Реально бананы мы видели, связка такая. Мы продолжаем гулять по ботаническому саду и зашли на viewpoint со сложным названием Коалу. Не знаю. В любом случае, здесь нам наконец-то смогли объяснить, как вот эти горы, такие складчатые, образовались. А они образовались потому, что вот 2 миллиона лет назад здесь был вулкан высотой примерно 1500 метров. И вот все, что от него осталось. Да-да. Он начинался отсюда и примерно заканчивался здесь. Соответственно, он взорвался, и все, что осталось от него, это одна стенка. Вот это. Вот эта гряда, это бывшая внутренняя часть вулкана. А все, что вот, соответственно, с другой стороны, это кальдера, бывшая кальдера. Когда вулкан взорвался, половину его с течением времени унесло в океан, всякими ручьями с гор стекло, а эта гряда осталась. Соответственно, именно вот поэтому здесь такие необычные горы, что это внутренняя часть вулкана, бывшего, застывшего, уже давно не извергавшегося, пару миллионов лет назад. Вау. И в этих горах, поскольку они достаточно высокие и резко поднимаются, здесь часто идут дожди. На самом деле здесь видно, что, вот, например, вон там вот солнышко, там жара, там купаются. А вот здесь вот идет дождь. Вот прям видно, такой сконцентрированный дождь. Наверху все в тумане. И поэтому получается, что здесь часто образуются радуги. И поэтому второе название штата типа Rainbow State, радужный штат. Конечно, прикольно наблюдать, как вот эти облака стелются по этим горам вертикальным. И сейчас слышно еще шум трассы, что за вот этими деревьями идет трасса H3. Она довольно дорогостоящая вышла. 1 миля, это примерно 1,5 километра дороги, вышла налогоплательщикам США примерно $80 миллионов. А в общей сложности там 1,5 миллиарда, что ли, или около того. Недешево здесь строить трассы через горы, через бывшие вулканы. А вот и сама трасса H3. Поскольку она пробурена через эту горную стену, то она соединяет противоположные берега острова. Если бы не эта трасса, пришлось бы объезжать вокруг, что может занять около часа, и создать ненужные пробки на восточном побережье. Если вы когда-нибудь ели ананасы с плантации Доли, то это вы ели ананасы с Гавайев. Эта плантация основана в 1900 году в июле, в конце июля.
И вот здесь вот можно зайти в эту плантацию. По плантации ездит поезд, с которого можно посмотреть, как растут ананасы, какао и другие тропические фрукты. По пути рассказывается история плантации, о ее создателе и владельце Джеймсе Друмонде Доле. Ананасы здесь растут особенно хорошо из-за того, что земля богата железом, оттого она такая красная. Эти красные листья – это ананасовые ростки. Длительность созревания плода – около полугода, а само растение цветет и плодоносит всего один раз в жизни. Удивительно, но какао-плоды тоже можно найти на островах Гавайев и даже попробовать. После ананасовой фермы мы успели вернуться к закату и даже немного искупаться в таких искусственных заливах, закрытых от прибоя скалами. Каждый день закаты здесь разные, и невозможно устать от них. Здесь опять эти лавовые бассейны. И здесь выкопали 4 лагуны такие, где можно купаться, не боясь сильных волн. Западный берег острова открыт для океанских волн, поэтому без таких заливов купаться здесь сложно. И между лагунами и океаном такие завалы каменные, которые разбивают волны. На следующий день мы продолжили наш путь на северное побережье. Мы приехали в храм Бёдаин. Здесь снимали Lost. А вообще этот храм – это полная копия храма из Киото. Этот храм стоит в аллее храмов, где можно найти католические статуи Христа, Святой Девы Марии, различных католических святых, склепы, мавзолеи. Какое-то время бывший президент Филиппин Фердинанд Маркос был похоронен в частном мавзолее с видом на храм Бёдаин. Приехали в Куалоа-Ранч. Здесь снимали очень много сериалов, в том числе Lost. Вот эти красные домики, это были Dharma Initiative, там Jurassic World. Здесь снимали тоже первые серии Lost и, в принципе, много серий в течение первых 4 сезонов. Это действующее ранчо размером в 4000 акров, около 1600 гектар. Здесь можно покататься на лошадях, а также здесь водят экскурсии по местам съемок различных сериалов.
Эта арка когда-то была частью мыса, но беспощадные океанские волны за миллионы лет отрезали ее и прорубили эту арку. Когда-нибудь и эта арка обвалится. Мыс уходит далеко от берега, и поэтому здесь можно посмотреть на горы издалека, и даже лодка не нужна. Ну вот они как бы за миллионы лет и подразрушили. Вон тот остров, мне кажется, этот мыс доходил до того острова. И скоро и здесь станет еще меньше вот этих скал. Спустя еще пару миллионов лет. Приехали на северный берег Оаху в поисках пляжа, где снимали полсезона Лоста. Здесь ветра очень сильные дуют. Здесь даже не покупаешься. Здесь вот только вот такие виндсерферы занимаются виндсерфингом. Мы проехали еще чуть дальше по пляжу. И, похоже, нашли пляж, где снимали пилотную серию Лоста. И, в принципе, наверное, первые полсезона. Вот этот широченный пляж. Здесь лежали останки самолета. Вот. Здесь сняли только половину сезона, потому что зимой здесь начался сильный прилив. И уже не так, уже было опасно снимать. И сейчас, кстати говоря, вот ноябрь, начало ноября. И, возможно, здесь тоже уже такие, наверное, считается как зимний сезон. И здесь уже волны тоже такие большие, и пляж, мне кажется, подмывает. А на предыдущем пляжу там, скорее всего, был кемп, где они спали и вот точно бегали. И до того раньше потом еще дохайкали до Дхарма-Инишатив. Закат на потерянном пляжу. Впереди у нас восточное побережье, поэтому подписывайтесь, чтобы посмотреть, как сильно он отличается от северного, и чтобы узнать, куда мы двинем дальше.